Ультралегкие и тонкие, стильный дизайн, AMOLED-экран на 1,43 дюйма, аккумулятор на 380 мАч, время автономной работы до 7 суток в обыкновенном сценарии использования, постоянное, разумеется, измерение пульса, мониторинг сна, измерение SPO2, это кислород в крови, более 100 видов тренировок, более 100 циферблатов, 3 расцветки корпуса, функция Bluetooth вызовов, и обо всем этом и не только заявляет нам, разумеется, сам производитель в рекламе к смарт-часам под названием Blackview X20. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, как всегда, расскажу. 7 обзоров в неделю выгружаю и ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот YouTube-канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов, и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в телеге. Подписаться на телеграм-канал скидок, и вы автоматически в розыгрыше. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме. Перейдем же к обзору. Распаковка. Данная модель поставляется в упаковке из тонкого картона, упаковка бюджетная, на упаковке есть краткая информация, изображение, а также название модели. В комплекте мы имеем силиконовый тканевый ремешок, сами смарт-часы, документацию и зарядное устройство с 2 пинами. Смарт-часы не тяжелые, но увесистые. По габаритам они хорошо подойдут на мужскую руку, но не на женскую. В целом габариты, как и вес, вы видите на экране. Приобрести данную модель можно в черной, золотой и серебристой расцветке корпуса. Средняя рама выполнена из металла с матовым покрытием, а тыльная часть из пластика. Качество же материалов неплохое. Собрана модель, учитывая стоимость, безумно адекватно. Дизайн модели напоминает дизайн смарт-часов от Samsung, но подержав их в руках, сразу понимаешь, что часы из супербюджетного сегмента. Оба ремешка неплохого качества, но силиконовый ремешок тактильно не особо приятный. Отстегивается ремешок довольно просто, крепление стандартное. К плюсам можно отнести, что застежка у силиконового ремешка металлическая. При носке X20 практически не ощущаются, но я бы не сказал, что у часов хорошая эргономика. Во время сна мне данная модель слегка мешалась, но спать все же с ними было возможно. Далее, на корпусе расположили краткую информацию, 2 контакта для зарядки, датчики мониторинга здоровья, микрофон и динамик. Также на правом торце можно заметить 2 механические кнопки. Верхняя кнопка отвечает за переход в меню, а зажатием можно перейти на вкладку с выключением устройства. Нижняя кнопка предназначена для выключения-включения экрана, а также переход к тренировкам. Переназначить команды возможности нет, но на верхнюю кнопку можно повесить вызов в экстренной ситуации. Летим дальше. Установлен здесь AMOLED-дисплей диагональю в 1,43 дюйма с разрешением 466 на 466 пикселей и плотностью пикселей в 326 ppi. Рамки средние, видели куда больше рамки мы с вами. Операционная система собственная, интерфейс выглядит довольно просто. Русский язык на борту. Сама система за время моего использования сильно не подвисала, но работает она вовсе некорректно. Что можно сказать и про сенсорный отклик. Далее, по моим замерам, яркость экрана с включенным фонариком 960 люксов, в системе экран выдает 850 люксов в среднем. Яркость у экрана хорошая, ее достаточно даже для использования на улице в солнечный день. Время до отключения экрана максимум 30 секунд. Функция автоматической регулировки яркости на борту, разумеется, за эти деньги нет. При повороте запястья же экран включается не моментально, а с задержкой около 1,5 секунд. Включить экран тапом нельзя, как и выключить его, накрыв ладонью. В настройках есть несколько стилей меню, режим не беспокоить, режим энергосбережения и даже Always On Display. AOD имеет 3 аналоговых стилей и 3 цифровых. Настроить время работы AOD нельзя, да и непонятно, как он работает, так как при его включении он то отображается, то нет. Далее, по свайпам с главного экрана сверху вниз панель быстрого доступа, в которой можно обнаружить функцию продувки динамика, регулировки яркости экрана и не только. Свайп слева направо меню, свайп справа налево виджеты, а свайп снизу вверх уведомления. Персонализировать виджеты можно, что хорошо, но вот сортировать меню или изменить функционал в панели быстрого доступа возможности не предоставили. В самом меню есть погода с прогнозом на неделю, голосовой помощник, который работает в паре с голосовым ассистентом на смартфоне, секундомер и таймер, которые могут работать в фоновом режиме. Но на этом многозадачность заканчивается. Далее есть будильник, который можно завести прямо со смарт-часов, фонарик, мировое время, функция поиска смартфона, калькулятор, 4 мини-игры, Bluetooth-кнопка для удаленной съемки, но только через фирменное приложение, а также музыкальный плеер для регулировки громкости и переключения треков, воспроизведенных на смартфоне. Загрузить на смарт-часы что-либо нельзя. Далее, процессор установлен ATS3085L, Bluetooth версии 5.3. Подключить к смарт-часам нагрудный датчик, как и беспроводные наушники, нельзя, что неудивительно. Как и то, что смарт-часы не поддерживают Wi-Fi, eSIM и NFC. Но при этом они оснащены функцией Bluetooth вызовов. Через приложение можно добавить контакты до 20 штук, а на самих смарт-часах есть список последних вызовов и набор номера. Микрофон отрабатывает не лучшим образом, но если разговаривать в тихой обстановке и держать руку с
часами близко к источнику звука, то есть к своему рту, то в целом собеседнику нетрудно будет понять, о чем вы говорите. Динамик же простенький и качество звука, разумеется, соответствующее. С уведомлениями приходят они не всегда, смайлики не отображаются, но плюс за то, что можно прочитать длинные тексты. Все-таки некоторые иконки приложения отображаются. Отвечать на них нельзя. Вибромотор топорный, но силу вибрации настроить можно. Далее, видов тренировок на борту достаточно много, но отслеживания плавания нет, как и нет функции автоматического распознавания активности. В меню можно обнаружить записи тренировок и активность, также можно включить напоминание о необходимости подвигаться и попить воды. Тренировку нельзя свернуть для фоновой работы, как и пользоваться плеером во время тренировки тоже нельзя. Шагомер считывает шаги с заметной погрешностью, так как в основном часы показывают больше шагов, чем было пройдено. Что же касается функций для мониторинга показателей здоровья, часы могут измерять пульс в автоматическом режиме с выбранным интервалом. Также есть постоянный мониторинг уровня стресса. Измерение же SPO2 работает в ручном режиме. Из дополнительного есть дыхательные тренировки, женское здоровье и мониторинг сна. Отход ко сну, как и пробуждение, смарт-часы фиксируют на удивление хорошо. А вот измерение пульса показало себя некорректно, что можно сказать и про измерение SPO2. Далее, емкость аккумулятора 380 мАч, полный цикл зарядки занимает 2 часа 45 минут, время автономной работы в обыкновенном сценарии использования на 100% яркости составляет не больше 5 дней по моим тестам. Результат неплохой, но для подобного функционала все же это маловато. Далее, советую держать их подальше от воды, но у меня после теста на водонепроницаемость мой экземпляр не вышел из строя. Летим дальше. Подключается BlackView X20 к приложению Low Light. Доступно оно на русском языке. В приложении есть 4 основные вкладки. Это вкладка со всем результатом мониторинга показателей здоровья, вкладка с тренировками и дополнительными некоторыми функциями, профиль и вкладка с подключенными устройствами. На стартовой странице с часами есть заряд устройства в процентах, галерея с циферблатами, которых не особо много, но выбрать что-то да можно. Плюс можно установить любую фотографию на заставку, но кликабельных, динамических или каких-то подобных циферблатов данная модель не поддерживает. Далее в приложении находятся стандартные настройки устройства. Помимо этого можно добавить QR-код приложения на часы и обновить прошивку. Мне, к слову, обновления уже прилетали. Минусы: не отображаются смайлики, нет возможности отвечать на уведомления, нет компаса, нет GPS, нет выделенной внутренней памяти для музыки, топорный вибро, нет возможности переназначить команды на кнопки, система работает неисправно, сенсорный отклик плохой. Шагомер работает плохо, да и в целом минусов, как вы понимаете, достаточно. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. На Алике сейчас как раз идет распродажа. Думаю, там вы много чего интересного найдете. Во всяком случае, из бюджетных устройств даже с этим курсом много веселого есть. Резюмирую, BlackView X20 только про экран и внешний вид. Автономность средняя, система особо не радует, базовый функционал работает неисправно. Я бы советовал за подобную стоимость приобрести себе бенды от Xiaomi или Huawei 9. Также можно обратить внимание на Redmi 5 Active Watch, если они будут на нормальных скидках. Поэтому от меня девайсу, несмотря на стоимость и функционал, скорее всего нет. Или максимально бесконечная скромная, да, вот кто любит какую-то штуку купить, чтобы поиграться, а потом либо выбросить, либо ребенку отдать. И только если вот вам именно эта внешка нравится. Хотя, опять же, если брать аксессуары, нужно брать бренды и не мучиться. У каждого свой подход. Добра и удачи вам, дорогие друзья.